Приветствую вас, друзья! 5 августа президент Турции Эрдоган встретился в Сочи с Путиным. В составе делегации от России также был и Кадыров. А Эрдогана сопровождал министр иностранных дел, министр обороны, а также начальник национальной разведки Турции. На встрече обсуждался вопрос экспорта зерна из Украины, ситуация в Сирии, а также возможность прекращения огня в Украине. Согласно совместному заявлению, достигнуты договоренности о зеленом свете экспорту российского зерна, продолжении сотрудничества в сфере энергетики и увеличении объема двухсторонней торговли. Вопрос о строительстве на России завода по производству беспилотников «Байрактар» не затрагивался, так как Путин в прошлый раз получил четкий отрицательный ответ. В 2021 году товарооборот между Турцией и Россией вырос на 57%, а с января по май 2022 года вдвое. Планируется, что в этом году он составит 50 миллиардов долларов. У самой Турции сейчас нелегкие времена, ведь инфляция в стране составляет почти 80%. И за последние 12 месяцев курс лиры по отношению к доллару упал на 48%. Поэтому Эрдоган всеми возможными способами пытается спасти экономику страны, наращивая товарооборот с другими странами. При этом Турция поддерживает ВСУ не словом, а делом. 9 августа Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей Кирпи, в переводе «Ежик», которые производит турецкая компания BMC. Это современный бронированный автомобиль, принятый на вооружение в 2014 году. Бронированный корпус обеспечивает защиту 13 человек от пуль, осколков снарядов и мин, а некоторые модификации оснащены броней для защиты от противотанковых гранатометов. Кирпи оборудован сиденьями с амортизаторами и противоминной защитой, системой GPS, камерой заднего вида, кондиционером и автоматической системой пожаротушения. Он имеет 5 амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и 4 пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека. На крыше имеется экранированное место для пулеметчика, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов. Там устанавливается 7,62 или 12,7 мм пулемет. С помощью поставленных 50 бронеавтомобилей были укомплектованы 2 бригады морской пехоты ВСУ, которые уничтожают оккупантов. В ближайшее время ожидается поставка еще 150 бронеавтомобилей Кирпи для ВСУ. Получается, что Путин, наращивая товарооборот с Турцией, спонсирует поставку этих бронеавтомобилей для Украины. Чем больше товарооборот, тем больше возможностей у Турции поставлять боевую технику Украине. Как по мне, то это получается очень даже приемлемая схема. Путин платит деньги Турции, на которые она поставляет бронеавтомобили Украине, с помощью которых на поле боя ВСУ демилитаризируют российских оккупантов. Такой себе круговорот российских денег в природе. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия.